Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его же никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел. Тот насладился через меру. И всяк зевает, доживет, и всех вас гроб, зевая, ждет. Зевай и ты. Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться. Доволен будь. Ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши «Fastidium est quoes» – «Скука, отдохновение души». Я психолог. О, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. Тогда ли, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали? Тогда ли, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки? Напомнится тогда со скуки, как Арлекина из огня, ты вызвал, наконец, меня? Я мелким бесом извивался. Развеселить тебя старался, возил и к ведьмам, и к духам, и что же? Все по пустякам. Желал ты славы и добился. Хотел влюбиться и влюбился. Ты жизни взял возможную дань. А был ли счастлив? Перестань, не расстравляй мне язвы тайной. В глубоком знании жизни нет. Я проклял знаний ложный свет. А слава, луч ее случайный неуловим. Мирская честь бессмысленна, как сон. Но есть прямое благо, сочетание двух душ. И первые свидания, не правда? Но нельзя ли узнать, кого изволишь поминать? Не Гретхен ли? О, сон чудесный! О, пламя чистой любви! Там, где тень, где шум древесный, где сладкозвонкие струи, там, на груди ее прелестной, покоя томную голову, я счастлив был. Творец небесный. Ты бредишь, Фауст, наяву. Услужливым воспоминанием себя обманываешь ты. Не я ль тебе своим старанием доставил чудо красоты? И в час полуночи глубокой с тобою свел ее. Тогда плодами своего труда я забавлялся одинокий, как вы вдвоем. Все помню я.
когда красавица твоя была в восторге, в упоении. Ты погружался в размышления. А доказали мы с тобой, что размышления скуки семя. И знаешь ли, философ мой, что думал ты в такое время, когда не думает никто? Сказать ли? Сказать ли? Говори, ну что? Ты думал, агнец мой послушный, как жадно я тебя желал, как хитро в деве простодушной я грезы сердца возмущал. Любви невольной, бескорыстной, невинно предалась она. Что ж грудь моя теперь полна тоской и скукой ненавистной? На жертву прихоти моей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, вообще решась на злое дело, зарезав нищего в лесу, бранит ободранное тело. Так на продажную красу, насытись ею торопливо, разврат косится боязливо. Молчи. Ты глупый молоденек. И не тебе меня учить. Ведь мы играем не из денег, а только в вечность проводить. Потом из этого всего одно ты вывел заключение. Закройся, адское творение! Беги от взора моего! Изволь. Задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучаться я. Я даром времени не трачу. Фа! Что там белеет? Говори. Корабль. Испанский. Трехмачтовый. Пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев 3 сотни. 2 обезьяны. Бочки злата. Да в груз богатый шоколада. Да модная болезнь. Она недавно вам подарена. Все утопить. Сейчас?
Кто там? Кто? Se disturbo, allora scusi, per favore. Что вам надобно? Я не велел пускать! Я никого! Eccellenza, простите, если я помешал, если... Я не пущал! помешал. Я не пущал! Я не пущал! Простите, но... Что вам угодно? Сеньор, я неаполитанский художник. Обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант. Я надеюсь, Экчелленца. О, грация. Я надеюсь, вы окажете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в какие сами имеете доступ. Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете? Signor, ho creduto, ho sentito, la vostra eccellenza mi perdonerà. Я много слыхал о вашем удивительном таланте. Я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту. Я только потому осмелился к вам явиться. Вы ошибаетесь, сеньор. Наши поэты не пользуются покровительством господ. Наши поэты сами господа. Они не ходят пешком из дома в дом, выпрашивая себе вспоможение. Впрочем, вам, вероятно, сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то напечатал несколько плохих эпиграмм и имел удовольствие читать о них критические суждения. Что все равно, что подслушивать у кабака, что говорят о нас холопья. Но теперь, слава богу, с господами-стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу. Scusi. Scusi. Я не пущал. Перед Богом не пущал. Per questo, certo, mille grazie, tante grazie. Allora, comprendo. Mi scusi, non vuole, eccellenza. Quanto sono sfortunato. Куда же вы? Постойте. Я должен был отклонить от себя незаслуженные титулы и признаться вам, что я не поэт. Но теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант? No, eccellenza. Я бедный импровизатор. Импровизатор? Но зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? Си, Прошу. Си. Наружность моя не обманчива. Мне деньги нужны. Прошу. Я приехал в Россию в надежде кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Но, видно, не в добрый час попал я сюда. Кругом царит страх и уныние. Попробуйте хоть отчасти рассеять их. Я надеюсь, что вы будете иметь успех. Здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено. Madonna Santissima, me perché? Perché sta sfortuna?
Если у вас никто не знает искусства импровизации, кто придет меня слушать? Пойдут, не опасайтесь. Иные из любопытства. Другие, чтобы провести вечер как-нибудь. Третьи из страха одиночества. Надобно только, чтобы вы были в моде. А вы уж будете в моде. Вот вам моя рука. Прощайте. Riconoscente. Mi scusi. Ossequi. Non so veramente come potrò... На здоровье Гамбурга! Ура! На здоровье Кобрица! На здоровье Москвы! И Санкт-Петербург! Эй, батюшка, за здоровье своих мертвецов! Что же это в самом деле? Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Разве гробовщик гаер святочный? Живой без сапог, да и без булки обойдется, а мертвый без гроба не живет. Хотелось бы мне позвать вас на новоселье, задать вам пир горой. И не бывать же тому, а созову я лучше тех, на которых работаю, мертвецов православных. На новоселье!
Победа! Победа! Экселленца. Ваше дело в шляпе. Княгиня Львова дает вам свою залу. Вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга. Печатайте билеты, объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то, по крайней мере, за барыш. А это главное. Господи, я знал, что вы мне поможете. San Gennaro, si mi andrà tutti bene. Ti metterà la cannella grossa così, 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 e spessa come la gamba di un elefante. Oh, San Gennarino, fammi sta grazia, fammi sta grazia. Вы поэт. Так же, как и я. А поэты, что не говори, славные ребята. Ma come faccio, ой, Dio, come faccio a ringraziarla? Чем могу изъявить я вам свою благодарность, а? Стойте. Хотите выслушать импровизацию? Импровизацию? Разве вы можете обойтись без публики, без музыки, без грома рукоплескания? А, niente. Пустое, пустое. Где мне найти лучшую публику, чем вы? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплесканий. О, сядьте где-нибудь. Prego. Prego. Ah, no! Scusate, signor Eccellenza. Scusate. Prego. Задайте мне тему. Задайте тему. Вот вам тема. Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением. Поэт идет, открытый вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не сводишь, и не зайти стремишься ты на стройный мир. Ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит, предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет. Зачем?
Крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый, страшен, на чахлый пень? Спроси его, зачем раба своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь и мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как Аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает и, не спросясь ни у кого, как Дездемона, избирает кумир для сердца своего. Ну что, каково? Что, хорошо? Удивительно. Удивительно. Как? Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью. Как будто вы с ней носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Значит, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению. Удивительно. Удивительно. Всякий талант неизъясним. Каким образом воятель в куске карарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная 4 рифмами, размеренная однообразными стопами? Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять ту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешней волей. Тщетно. Я сам хотел бы это изъяснить. Однако надо бы подумать и о моем первом выступлении. Как вы полагаете, какую цену можно было бы назначить за билет, чтобы публике было не слишком тяжело и чтобы я, между тем, не остался в накладе? Говорят, сеньора Каталани брала по 25 рублей. Цена хорошая, а? Думаю, хватило бы по 10 рублей. Мано! Как? Ну, какова зала? Сколько мест? Un attimo. Subito. Momento. Accordo di becca. Sento. Признаться, неприятно с высоты поэзии упасть под лавку конторщика. Но понимаю, такова житейская необходимость. Di qua. Di qua. Eccellenze, grazie, grazie. Mille grazie.
как чужая мысль чуть коснулась его слуха и уже стала его собственностью. Как будто он с ней носился, лелеял, развивал ее беспрестанно. И так для него не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению. Удивительно. Удивительно? Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком, будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждой музыки были постылы мне, упрямый, надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранее невзгоды, ремесло поставил я под нож. Ремесло поставил я подножьем искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй и гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще
о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы, вдохновение, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Усиленным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную, в живе песок и пыль грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник. Я завидую. Глубоко. Мучительно завидую. О, небо. Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горящей самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. Моцарт, Моцарт. Известный всем я птицелов, я вечно весел, хоп, са-са. Меня все знают, стар и млад, хотя не знатен ли богат. Умею птичек я ловить, на дудочку их приманить. И потому я весел так, что птички все в моих руках. Нет. Темп! Друг Сальери! Увидел ты! А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Послушай скрипку. Нет, мой друг Сальери,
Смешнее? Отроду ты ничего не слыхал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал бой Кассапетте. Чудо! Не вытерпел. Привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Из Моцарта нам что-нибудь. И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, ужели сам ты не смеешься? Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Постой! Вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче. Что ты мне принес? Нет, так, безделец. Наведней ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение. Но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт. Когда же мне не до тебя? Играй. Я слушаю. Я слушаю. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же. Судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Это мы все погибли, мы все жрецы, слушатели музыки. Не я один с моей глухой славой.
значит, будет жив. И новой высоты еще достигнет. Подымет ли он тему искусства? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас чадах праха после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Что? Каково? Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог. И сам того не знаешь. Я знаю. Я. Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире «Золотого льва». Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Прошу, прошу. Жду тебя. Смотришь?
Вот яд. Последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собой, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушений не преклонился я, хоть я не трус, хотя обида чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю. Все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать? Я мнил, быть может, жизнь и принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино. А ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. Ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно, недели 3. Но странный случай. Не сказывал тебе? Нет. Так слушай. Недели 3 тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был.
И что ему во мне? На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой. Хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я... Что? Мне совестно признаться в этом. В чем же? Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь. Мне кажется, он с нами. Сам третей сидит. Полно. Что за страх, ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне: слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупри шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Да. Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля. Правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он уже гений. Как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Ну, пей же! За твое здоровье, друг.
за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. Двух сыновей гармонии. Постой! 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 Ты выпил. Без меня. Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием. Ты плачешь. Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши. Еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет. Тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов.
Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же. До свидания. Известный всем я птицелов, я вечно весел псаса. Меня все знают, стар и млад, хоть я не знатен, не богат. Умею птичек я ловить, на дудочку их примать. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав? И я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. Неправда! А Боннароти! Или это сказка тупой, бессмысленной толпы? И не был убийцею создатель Ватикана. Итак, всем ли вы довольны? О, сеньор. Я был прав, зала будет полна. Си, грация. Я уверен, что ее роман с Вершневым самый невинный. Бонсуар. Чем больше женщины удаляются от нее, тем больше мужчины приближаются к ней. Пожалуйста.
просим, Алексей Иванович, ну, пожалуйста. Вас послушаем, просим. Алексей. У него убийственная память. Его только стоит тронуть пальцем, из него польется всемирная ученость. На вопрос мадам де Сталь, кого он почитает первой женщиной в свете, Бонапарт ответил ту, которая народила более детей. Верно Ну, какой славный анекдот. Это не анекдот, это правда. Никто не хочет верить в простодушие гения. Ну, если б еще Орлеанская дева. Или королева Елизавета. По-моему, нет никого выше госпожи Монтено. Ну что вы, мадам Ролан. Какую женщину вы почитаете первую в свете? Берегитесь. Вы напрашиваетесь на комплименты. Нет, нет. Шутки в сторону. Для меня женщина самая удивительная. Клеопатра. Ох, а чего ты, Клеопатра? Выйди, пожалуйста, я прошу тебя. Я кому сказала? Выйди. А что в ней? Есть черта в ее жизни. Есть черта, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть ни на одну женщину, чтобы не вспомнить о Клеопатре. А почему? Расскажите. Не могу мудрено рассказать. А что, разве не благопристойно? Да. Неблагопристойно, как и все, что живо рисует ужасные нравы древности. Тогда Вы не надо. расскажите обязательно. Не рассказывайте, не рассказывайте. Расскажите, Алексей Иванович. Это любопытная Расскажите, история. обязательно расскажите. Просим вас, Алексей Иванович. Ну, расскажите же, наконец. Это пикантно. Перестаньте нас морочить, Алексей Иванович. Расскажите просто, что вы знаете про Клеопатру. Однако, будьте благопристойны, если можете. Я робею. Я стал стыдлив, как наша цензура. Ну, так и быть. В числе латинских авторов есть некто Аврелий Виктор, впрочем, весьма сухой и скучный, но вот как сказывает он о Клеопатре. Она отличалась такой похотливостью, что часто торговала с собой и такой красотой, что многие покупали ее ночь ценой своей смерти. Какой ужас. А что ж тут удивительного? Ну как что? Кажется мне, Клеопатра была не пошлая кокетка, ценила себя недешево. Я предлагал Чарскому сделать из этого поэму, он был начал, да бросил. Это ни на что не похоже. Она ужасно ветрена. Ветрено? Этого мало. Она может не уважать себя сколько ей угодно. Но общество еще не заслужило от нее такого пренебрежения. Признаюсь, я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. В ней много хорошего. Давно ли вы стали так добродушны? И гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее покупят. Страсти. Какое громкое слово. Страсти. Что такое страсти? Просто она дурно воспитана. Это замечательное лицо. Вернее, даже лица. Впрочем, сейчас увидите сами. Что это за человек? Это великий талант. Из своего голоса он делает все, что захочет. Ему следовало бы сшить из него себе штаны. Что с тобой сегодня, Александр? Ты сердит? Сердит. На кого? На себя. На всех и на все. Тебе скучно со мной.
Я не виню тебя. Сердце наше не в нашей власти. Но я... Mille grazie, mille grazie. Я прошу почтенную публику назначить мне несколько тем, записав их на особых бумажках. Carissime signore e signori, vi prego. Chi è il primo? Per favore. Чарский. Чарский. Вот вам тема. Grazie, eccellenza. Grazie. Scusi? Благодарю. Grazie. Scusi? Oh, bellissima Firenze. Come sei magnifica. Oh, il signore parla italiano? Sì. Ah. Scusi? Per favore? Scusi. Grazie. Scusi. Что прикажет почтенная публика? Назначит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит это решить жребию? Жребий. Жребий. Кому угодно будет вынуть тему. Ужасный век, ужасные сердца.